Представь, ты идешь один по горной тропе. Вокруг ни души, только ветер и камни. И вдруг кто-то стоит впереди, в белом, без лица. Ты моргаешь, фигура исчезает. Добро пожаловать в мир, о котором не расскажут в путеводителях. В высокогорных районах Памира, особенно в Рушанском и Шугнанском районах Таджикистана, уже не первое поколение передает устную легенду о женщине в белом – Сафед Гиник. В переводе с таджикского ее имя буквально означает «белая женщина». Это не вымышленный персонаж. Ее образ существует в коллективной памяти десятков кишлаков как часть традиционного фольклора. Свидетельства о ее появлении единичны, но повторяются с поразительным сходством. Ее видят на горных тропах в вечерние и ночные часы. Всегда в одиночестве. Она стоит, как правило, неподвижно и по рассказам никогда не приближается. Внешность высокая, одета в белое. Лицо либо не видно, либо оно скрыто платком. Наиболее известный случай, который часто пересказывают, произошел в 1980-х годах в районе Ванж. Мужчина, возвращавшийся с торжества, был найден в бессознательном состоянии возле ущелья. После этого, по рассказам местных, он частично ослеп и утратил речь. Врачи тогда не установили физического повреждения. Медицинские документы не сохранились. Но история живет до сих пор. Фольклористы, исследовавшие памирские легенды, утверждают, что образ Сафед Гиник не имеет прямых аналогов в исламской демонологии, но может быть связан с доисламскими представлениями о духах-хранителях местности. Некоторые считают, что это коллективное выражение страха перед природой, особенно ночью, в горах, где каждый звук и мираж могут вызвать панику. Важно подчеркнуть, эта история не байка, она не развлекательная. Образ Сафед Гиник – часть этнографической действительности памирцев. Он не изучен до конца, но фиксируется в рассказах, собранных этнографами и местными журналистами, в том числе в материалах портала Азия Плюс и исследований Института гуманитарных наук при Академии наук Таджикистана. Сама легенда не несет морали. Это не наказание, не проклятие. Это предупреждение. Местные жители, особенно пожилые, не советуют искать встречи с Сафед Гиник. По фольклору нельзя смотреть ей в глаза, нельзя говорить, нельзя бежать. Нужно опустить голову, отвернуться, читать суру Ясин. В исламе считается защитной. И не возвращаться по той тропе в течение 40 дней. Старейшины говорят, если нарушишь, жди беду. Наиболее частые рассказы о встрече с Сафед Гиник приходят из районов Шугнан, Ванж, Джазгулем и Паткан. Часто ее описывают на тропах, ведущих к старым кладбищам или у разрушенных мазаров, святых мест. Это важный культурный маркер. Джинны и духи в исламском мистицизме часто обитают именно в таких местах. В некоторых селениях ГБАО, Горно-Бадахшанская автономная область, ее имя не произносят вслух ночью. Это связано с поверьем, что само упоминание может ее позвать, особенно если произнести трижды. Это делает ее похожей на мифы других культур, вроде Блэди Мэри, но имеет свой уникальный контекст. Интересный момент. В легендах Сафед Гиник никогда не появляется перед группой людей. Всегда только перед одним. Это придает ей особый вес, она как будто появляется для конкретного человека как знак. Есть мнение, что она связывается только с теми, кто на грани болезни, смерти, психического надлома. Некоторые исследователи памирского и алтайского фольклора замечают, что Сафед Гиник может быть локальной интерпретацией Алмасты, женской версии снежного человека. Однако Сафед Гиник не зверь, не плотное существо. Ее не боятся физически, боятся как предвестника. Это различие подчеркивают сами жители. Они называют ее нечто, что не смотрит глазами, а душой. Фраза «Сафед Гиник» буквально означает «белолицая» или «та, что в белом». Но в ряде диалектов Шугнана и Ишкашимского района это имя табуированное. Его часто заменяют эвфемизмами вроде «она» или «та, что стоит». Это делается не просто из страха, считается, что имя открывает дверь, и можно привлечь внимание. Некоторые свидетели утверждали, что ее присутствие ощущается физически. Не как звук или свет, а как резкое падение температуры, чувство стеснения в груди, сильное давление в голове.
Это ощущение длится не более 5 секунд, но у всех, кто сталкивался, оно было одинаковым. Факт зафиксирован в 2 полевых дневниках этнографов 1990-х годов. Не публиковались, но упоминаются в архиве Института востоковедения Таджикистана. В фольклоре есть отдельное наблюдение. Собаки и куры не подают звуков, когда она рядом. Наоборот, животные ведут себя тихо, будто парализованы. Это считается знаком ее появления еще до того, как ее увидит человек. В районе реки Гунт, район Хорога, местные пастухи утверждают, что на определенном участке в ущелье никто не ночует. Даже в случае вынужденной остановки место называют растревоженной водой. По легенде, именно там женщина вошла в поток и больше не вышла. С тех пор, как говорят, она поднимается из воды ночью и ждет у тропы. Ни в одном селе не сохранилось ни одного изображения Сафед Гиник. Ни в вышивке, ни в коврах, ни в резьбе. Это необычно, большинство духов и образов хоть где-то стилизуются. Считается, что изобразить ее значит привязать к себе. Поэтому этот образ передается только устно и всегда в виде рассказа от первого лица. Легенда о Сафед Гиник – это не красивая байка и не туристическая приманка. Это элемент реального фольклора Памира, который продолжает жить там, где люди до сих пор верят, что не все в этом мире можно объяснить. Никто не знает, что именно скрывается за этим образом. Остатки доисламских верований, коллективная психологическая защита или нечто, действительно выходящее за пределы привычного. Но одно ясно – ее боятся. Ее уважают, и о ней не говорят просто так. И если вы когда-нибудь окажетесь в этих горах, где не ловит связь, где ночь действительно темная, а тишина настоящая, вспомните, что у местных есть правило. Не ходи один по старым тропам после захода солнца. И кто-то там будет стоять, лучше не подходить. И не смотреть в глаза. Если у вас есть достоверная история, похожая на ту, что вы услышали сегодня, будь то личный опыт, рассказ из семьи или местная легенда, которой вы доверяете, я буду рад ее услышать. Напишите мне в Telegram, ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Если история будет подходящей, я сделаю отдельный выпуск, а автора обязательно укажу. А для тех, кто давно со мной, проверьте, подписаны ли вы на канал на Топчане. Это важно, потому что ваш лайк и подписка дают понять, что вы хотите видеть больше таких расследований и рассказов. А это уже мотивация делать их глубже, точнее и чаще. Спасибо за ваше внимание. Берегите себя и свои истории. Ведь некоторые из них слишком странные, чтобы быть выдумкой.